Сегодня у нас большое событие, большая радость после всех самоизоляции, пандемии. Мы наконец можем работать в залах. Сегодня мы смогли повесить в зале 38 на Крымском валу, в Третьяковской галерее на Крымском валу, 3 произведения австрийского художника Германа Ниче. Это огромная честь для нас, и мы рады, что в коллекции появились его работы, потому что Герман Ниче — это все-таки один из крупнейших художников второй половины 20 века, европейских художников, мировых художников. 20 век, особенно вторая половина 20 века, она размывает границы, и вопрос о национальном искусстве или национальной галерее переходит в совершенно другие грани. Мы знаем примеры Лондонской национальной галереи или Берлинской национальной галереи. Это национальные галереи интернационального искусства. Именно так должно выглядеть искусство после катастрофы 20 века, после катастрофы Второй мировой войны. Ниче разработал свой метод, который называется Schuttbilder. По-разному они назывались: абстрактный экспрессионизм в Соединенных Штатах, ташизм или информель во Франции и Германии. Австрийские художники начали применять метод тоже акционистской живописи. Все 3 картины, которые мы имеем сейчас в нашей коллекции, они все созданы в технике Schuttbilder. Собственно, перед нами очень характерная для Ниче работа, сделанная вот в этой технике Schuttbilder, набрызгивание, разбрызгивание краски. Вот есть 2 разные техники. Когда картина на стене и брызгается краской, когда она лежит на полу. В данном случае она была на стене, поэтому краска стекала вниз. Ниче родился в 1938 году, то есть через год после Аншлюса. Его отец погиб на фронте, состоял на стороне фашистских войск. Это то, что нужно перенести через себя, проработать комплекс замещения вины, который остается у сына. И вот сам спонтанный жест, акции, разбрызгивание краски — это некая арт-терапия. У этой конкретной вещи есть своя история. В данном случае вот как раз здесь смешиваются обе техники. То есть краска лилась и на лежащую плоско горизонтально на полу, и на висящую на стене холст. Она была сделана в 2015 году, и это был заказ, поступивший от турецкого правительства к столетию знаменитой битвы при Чанаккале. В общем-то, действительно призыв антивоенный художника, который всю жизнь занимается проработкой памяти, проработкой именно истории Второй мировой войны, другой страшной катастрофы 20 века. И эта вещь, она сделана спонтанно, то есть это не созданная композиция по рисунку, но мы видим, что тем не менее каким-то необычным образом сама композиция напоминает нам ядерный взрыв, хотя это не входило в замысл художника, это получилось само по себе спонтанно. И Ниче в своем выступлении на открытии антивоенного мемориала в Турции говорил о том, что он хотел продолжить линию Пикассо и его Герники, другой величайшей антивоенной работе. Одна из уникальных как раз работ перед вами. Как и у других работ, у нее нет конкретного названия. Это произведение, созданное во время 56-й акции художника, живописной акции художника. Серия работ, созданных в ходе этой акции, называлась «Собор цвета». Очень красивое сочетание цветов, созданных в ходе спонтанной акции, разбрызгивания краски на холст. И этот холст был растянут в музее Ниче, находящемся в небольшом городке Мистельбах. Площадь музея примерно 700 квадратных метров. И вот весь пол был устлан длинными такими коврами грунтованного холста, джута, по которым разбрызгивались краски. И вот потом это все фрагментировалось, вырезалось, и получались конкретные произведения. Вот перед нами вот одно из произведений или одна из частей того самого большого художественного хэппининга, художественной акции
живописного перформанса, называйте это как хотите. Для нас это просто очень красивая картина, которая, безусловно, украсит не только коллекцию, но и экспозицию Третьяковской галереи.